Значит, мы связали нашу переднюю часть изделия. У нас 60 петель. Вот здесь я повесила маркер, где у нас середина. Связала переднюю часть, и, как говорила, на 10 рядов меньше, чем спинка. Спинка у нас была 88 рядов у меня, а переднюю часть 78 рядов. В 10 рядах мы будем делать убавление в каждом втором ряду. Значит, убавок будет 5. Сколько нам нужно оставить места на горловину? Я измерила обхват своей головы, поделила на 2. И вот этот полуобхват мы должны отмерить вот здесь. 28 сантиметров у меня полуобхват. Соответственно, посерединке должно быть 14. Смотрим внимательно, чтобы нигде не промахнуться. Пряжа крупная. Вот эти две петельки. Между ними у нас должна быть середина. 14 сантиметров. Сколько сюда входит? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель. То есть в каждую сторону мы отмеряем по 12 петель. В эту сторону у нас будут плечи. Влево и вправо от этого измерения. Так, 28. Отмеряем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 петель. По 12 петель в каждую сторону. Здесь мы будем формировать горловину и убавки. В эту сторону за зелеными маркерами это у нас плечевые срезы. Мы с ними ничего пока делать не будем. Сейчас формируем горловину. Так, значит, мы делаем 5 убавок, значит 5 петель мы отделяем с каждой стороны. Средняя часть горловины у нас остается не затронута. Так, что-то разные какие-то цвета у нас, ну ладно. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот такое измерение сейчас нужно сделать. Отмерить все, повесить маркеры посередине, где у нас начинаются плечевые срезы. И там, где мы будем, где у нас будет не затронута горловина, и в эту часть, вот эти части, у нас будут убавки. Сделайте вот эти измерения, сколько у вас пойдет на плечи. Сейчас мы начинаем с левой стороны, занимаемся левым плечом. Сейчас мы провязываем плечевой срез без изменений лицевой гладью до вот здесь у нас заканчивается плечо. Вот до этого места мы провязываем. То есть вот эти 5 убавок мы их полностью проходим, провязываем. Провязали мы плечо. Сейчас довязываем. Это плечо. Теперь мы провязываем 5 петель, отмеренных на убавки. Поворачиваем вязание, снимаем петлю, нить за работу и подтягиваем, чтобы эта петля натянулась до 2 дужек. И вяжем дальше изнаночную сторону изнаночными петлями до конца ряда. Потом поворачиваем на лицевой ряд, на лицевую сторону, провязываем лицевыми вот до вот этих вот дужек, которые образовались. Вы закончите самостоятельно изнаночную сторону, начнете лицевую и довяжете до этих дужек, которые мы сейчас образовали. Мы повернули вязание на лицевую сторону. Сейчас вяжем лицевую сторону, плечевой срез. Дошли до маркера плечевого среза, окончания плечевого среза. Перекинули его на другую спицу. Вот эти убавочки тоже пока мы их провязываем. 3, 4. И дошли до этих 2 дужек. Видите? Вот то, что мы образовывали 2 дужки. Их мы не трогаем. Разворачиваем вязание снова. Снимаем петлю.
И снова подтягиваем до 2 дужек снятую петлю. И далее вяжем изнаночными. Довязываем эту сторону, изнаночную сторону, переходим снова на лицевую сторону. И снова встречаемся возле тех 2 дужек, последних 2 дужек, которые мы образовали. Снова мы перешли на лицевую сторону, вы развернули вязание, закончили изнаночную сторону, развернули вязание на лицевую. Мы довязали плечо практически до конца, перекинули маркер. Далее провязываем 1, 2, 3 еще не затронутых убавки. Дошли, вот они, 2 убавочки, которые мы уже сделали. Маркеры немножко узковаты, конечно. Так, ну, других нет. Вот они, 2 убавочки, которые у нас остались на правой спице. Мы переворачиваем вязание. Снова снимаем 1 петлю. И таким образом у нас уже образовывается 3 убавочки. Вы их видите, да? Далее провязываем изнаночную сторону изнаночными петлями. До конца ряда переворачиваем вязание. Снова провязываем лицевую до убавок. Я подошла на лицевой стороне к срезу, вот где, к тому месту, где у нас заканчивается плечо. Так, 1 не провязанная провязываем, перекидываем маркер. Далее 2 провязываем петли. Так, и вот у нас 3 убавочки. Разворачиваем. Снова снимаем 1 петлю. Получается у нас уже 4 убавочки. 4. Так, далее провязываем изнаночной. Снова заканчиваем изнаночную сторону. Провязываем лицевую до убавок. Снова мы провязали лицевую сторону. Практически все плечо. Осталась 1 петелька. Провязываем ее сейчас. Перекидываем маркер. Снова провязываем 1 уже петлю, оставшуюся отмеренных из 5 отмеренных. Поворачиваем вязание. Снимаем ее. Так, и снова подтягиваем до образования 2 дужек. И теперь у нас уже все 5 убавочек здесь, на этой спице. 1, 2, 3, 4, 5. Все, с убавками мы закончили. Изнаночными петлями провязываем изнаночную сторону, поворачиваемся на лицевую. Я показываю, что там делать. Довязываем все плечо вот до этого маркера на лицевой стороне. Мы повернули вязание на лицевую сторону. Вот они, наши галочки-убавочки, они все здесь. 5. Вот наше плечо. И мы сейчас провязываем полностью с вами от начала этого ряда, то есть весь ряд провязываем. Как провязать убавочки, я сейчас покажу. Мы провязываем абсолютно весь ряд. Вот эти петли, которые не трогаем, до конца ряда весь лицевой ряд мы сейчас провязываем. Значит, кромочную сняли. Далее все лицевые до маркера, где у нас отмечено край плеча, до горловины. Маркеры тесноватые, ничего не сделаешь. Поддерживают они вязание. Так, вот плечо. Вот плечо. Вот они, эти 5 убавочек. Мы убираем маркер. И посмотрите, как мы сейчас будем провязывать вот эти убавки. Это у нас лицевая сторона. Провязать мы должны лицевыми петлями. Это 1 петля выглядит вот таким вот образом. Понимаете? Вот как цепочечкой. И поэтому мы должны провязать под обе дужки. Вот они, обе дужки. Мы под обе подхватываем и через обе провязываем лицевую. Вы видите? Все, у нас ничего не видно здесь. Далее то же самое. Вот у нас эта петелька. 2 дужки здесь, 2 дужки с этой стороны. Видите? И мы должны их обе под обе дужки провязать. Подхватываем под обе дужки, провязываем под обе дужки, провязываем под обе дужки, провязываем. Вот таким образом мы провязали убавки. Далее мы перешли на ту сторону горловины, которая у нас неизменна, которую мы не убавляем. Средняя часть горловины, мы ее тоже провязываем, все лицевыми.
В общем, как я вам и сказала, до конца ряда перекидывайте маркеры и провязывайте до конца ряда. Вот мы провязали всю лицевую сторону до конца. Провязываем последние 2 петельки, кромочная, изнаночная. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. У меня уже достаточно большое изделие, увесистое. И уже не так легко оно переворачивается. Так. И в вечном поиске второй спицы. Теперь мы перешли на изнаночную сторону. Вот видите, да, у нас уже это с изнаночной стороны правое плечо. Вот оно полностью. Вот здесь у нас будут неизменные петли. Здесь у нас 5 убавок. И здесь в середине у нас, вот до середины, да, минус 7 петель еще. Вот эти петли, помните, у нас неизменны. В середине, вот он маркер середины. Вот эти 7 петель, они неизменны. Мы не убавляем. Вот убавки. И вот плечо. Здесь мы переходим на изнаночную сторону. Здесь мы будем потом провязывать убавки на изнаночной стороне. Сейчас мы до маркеров вяжем изнаночными петлями. Сейчас мы вяжем плечо, чтобы вы понимали, что мы делаем. Провязываем плечо. Ну, для тех, кто, конечно, вяжет недавно. Провязываем. Провязываем до конца. Маркеры держат вязание. Так, вот. Провязали плечо. Теперь перекидываем маркер. Пошли вот эти 5 убавок, которые мы должны сделать. Мы их тоже провязываем изнаночными петлями. Как провязывали мы с той стороны, лицевыми. Так, поворачиваем вязание на лицевую сторону. Маркер зацепил. На лицевую сторону. Снимаем петлю. У меня классический, я должна ее развернуть, сделать как бабушкину снимают. Вот, сняла ее и также натянула, только сзади наперед. Там мы спереди назад поворачивали, здесь сзади наперед. Еще раз покажу. Петля у меня классическая, поэтому я ее должна развернуть и снять. Снять, развернув. Развернула, сняла. Кто вязал бабушкиными, они, в общем-то, и так стоят вот задней стенкой. Правая стенка сзади. Они снимают так. Классика снимает вот так. И натягиваем сзади наперед. Вот образовались эти 2 галочки. Далее провязываем лицевыми до конца ряда. Провязываем изнаночный ряд. Возвращаемся вот к этим галочкам. Их не трогаем. Я покажу дальше. Мы провязали лицевой ряд, закончили. Перешли на изнаночную сторону. Теперь мы закончили практически плечо на изнаночной стороне. Перекидываем маркер. Провязываем до галочек, ну, до убавок, я имею в виду, которые выглядят как галочки. Так, провязали. Сколько вот оно опять держит маркер вязания. Так, ну, получается, да, 4 мы провязали. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Снимаю я, развернув, кто вяжет бабушкиными, сверху. Спереди назад подтягиваем. И вяжем лицевой ряд до конца. Разворачиваем на изнаночную сторону. И снова встречаемся возле убавок. Снова мы подошли к краю плеча, возле горловины. Последнюю провязали, перекинули маркер. Снова изнаночные провязываем до убавки. Мы не пропустим, поскольку вот 2 убавочки у нас. Снова разворачиваем на лицевую сторону. Уже не так легко развернуть. Так, снимаем. Я разворачиваю петлю. Так, натягиваем. Делаем то же самое. И лицевыми довязываем весь лицевой ряд, перекинув маркер. Изнаночный. И снова до убавочек. Мы провязали изнаночную сторону. Перекидываем маркер, который у меня сломался. Ну, этого стоило ожидать. Так, провязываем из 5 2.
3 у нас вот на левой спице уже есть. Поворачиваем вязание. Снимаю петлю, развернув, натягиваю снова вот до 2 галочек. Итого у нас уже 4 убавки. Провязываю лицевой, поддерживая рабочую нить, подтягивая. Перекидываю маркер, заканчиваю лицевой ряд, перехожу на изнаночный, снова доходим до убавочек. Вот мы провязали всю линию плеча, маркер перекинули, у нас осталась одна петля, изнаночной провязываем, переворачиваем на лицевую сторону, нить за работой, развернув петлю, снова натягиваем. Все 5 убавочек уже можно убрать этот маркер. Все 5 убавочек у нас сейчас на правой спице. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем в лицевую сторону лицевыми. Далее изнаночную. Переходим на изнаночную сторону. И провязываем абсолютно всю изнаночную сторону. Изнаночными петлями. Я покажу, как мы провяжем убавочки. Дойдем до убавок, я покажу, как их провязать. Я заменила сломавшийся маркер. 18 петель отмерила, вот которые плеча. Они нам нужны будут и с левой, и с правой стороны. Они большей частью нужны, знаете, для чего? Для сшивания. Поскольку вот этот край, он не будет прям четко виден рубеж плеча и горловины. Он будет очень мягкий такой, покатый. Поэтому только для этого вот я вам советую сохранить маркеры, где вот 18 петель у нас плечевых. Значит, на изнаночной стороне мы сейчас что делаем? Мы провязываем 18 петель плеча. Маркеры хорошо, но не так держат. Ну ладно. Изнаночных. Все, мы их провязываем все до маркера. Вот маркеры начнутся убавочки. Что мы там будем делать? Мы тоже их будем провязывать под обе дужки, но это уже мы их должны провязать изнаночными петлями. Так, маркер перекинем, расстегну, чтобы он тоже не сломался. Так, перекинули маркер. Значит, вот они, вот эти 5 убавок наши. Что мы делаем с ними? Видите, давайте подтянем. Вы видите, что вот в эту сторону у нас уходит, да? Как бы стоит, как бабушкина петля. Значит, мы должны, как изнаночная, вот видите, правая стенка как бы стоит за работой сзади. Поэтому мы будем провязывать вот таким образом. Как вот при круговом вязании бабушкиными петлями, да, мы провязываем. Мы должны подхватить обе дужки. Вот это очень внимательно. Это мешает. Вот посмотрите. Видите, под обе дужки мы должны подхватить и провязать изнаночный. Вяжите бабушкиной. Ничего выкручивать мы здесь не будем. Это сложно и не нужно. Далее, вот следующее. Точно так же, видите, мы должны провязать под обе дужки. Под обе дужки. Придерживаем вот с этой стороны пальцем. Провязываем изнаночные. Но провязать надо под обе дужки. Так, что-то пошло не так. Пока вы не уверены, не снимайте вот эту петлю со спицы, что вы подхватили под обе. Вот, подхватили под обе. Вытягиваем. Все правильно теперь. Так, дальше точно так же под обе изнаночные, бабушкины изнаночные провязываем. Все, снимаем со спицы. Если мы не уверены, что под обе дужки, пока не снимайте. Вот когда убедились, что все правильно подхватили, только после этого снимайте, потому что собрать эти петли, ну, проще распустить уже, честное слово. Вот, снова, видите, под обе дужки попадаем, подхватываем, бабушкиной петлей провязываем. Вот для того, чтобы помочь себе, можно пальцем вот их оттянуть. Провязали.
Последняя убавка, я так думаю. И опять под маркер все у меня. Последнюю убавочку точно так же изнаночной, подобие дужки, провязываем. Все. Далее мы полностью заканчиваем изнаночный ряд изнаночными петлями до конца ряда. А лицевой ряд будет рядом закрытия. Значит, мы сейчас на лицевой стороне дошли до конца изнаночного ряда, повернули на лицевую сторону. На лицевой стороне мы сейчас будем просто делать закрытие. То есть у нас образовался, так, если получится сейчас развернуть-то, чтобы видно было, вот таким образом, видите? Вот такая горловина сформировалась. Сейчас мы просто сделаем закрытие на лицевой стороне. Закрытие будет классическое, такое же, как я вам показывала со стороны спинки. Снимаем кромочную, провязываем лицевую, накидываем сверху кромочную, снова провязываем следующую, накидываем сверху кромочную. И таким образом мы закрываем до конца, как я показывала на спиночке. Получилась вот такая вот горловина у нас в передней части изделия. Вот они маркеры. Просто когда я закрывала, петельку когда закрывала, я просто на нее и вешала же этот маркер. Вот. И, то есть линия плеча у нас точно видно. Вот последняя петля плечевая. Далее идет горловина. И сейчас мы приступаем к сшиванию плечевых срезов. С одной стороны я уже сшила. Получился вот такой шов. Начинаем сшивать с другой стороны. Вот он маркер. Последняя петля плечевого среза. Со стороны спинки у меня осталась ниточка. Она должна быть примерно в 2 раза больше для сшивания. Сейчас мы ее подтянем. Заправляем иглу. Это должна быть игла пластиковая, либо металлическая, но тупая, именно для сшивания трикотажных изделий. Главное, чтобы кончик у нее был тупой. Мы находим первую петлю с одной стороны. Нужно определиться. Вот смотрим. У нас первая кромочная петля верхняя и первая боковая. Вот под нее на противоположной стороне ниточка выходит у нас справа. Мы сейчас с левой стороны, с противоположной, ищем первую боковую и первую верхнюю кромочные петли и подхватываем прямо под них. Не под них, а между ними. Вот этот промежуток мы соединили первые петли. Укладываем изделие, естественно, лицом друг к другу. То есть не лицом, а на лицевой стороне мы сшиваем на лицевой стороне. Поэтому складываем поближе к краям и смотрим. Первые мы соединили. Далее ищем следующие петли. Вот следующая петля прям под нее, под обе дужки. Подхватили. Здесь смотрим, откуда вышла нить. Нить выходит здесь. Значит, мы ищем следующую петлю. Подхватываем ее под обе дужки. Здесь уже прихватили, под обе дужки подхватываем. Смотрим с другой стороны. Вот у нас выходит нить. Вот она. Теперь, значит, мы подхватываем следующую. Вот внимательно смотрите. Вот она. То есть вот эти две мы уже подхватили. Подхватываем следующие две дужки. Под них. Здесь вышло. Значит, следующие две дужки снова под них подхватываем. Немножечко затягиваем, не сильно. Только для того, чтобы кромочные петли спрятались внутрь. И таким образом мы действуем на всем протяжении плечевых срезов, подхватывая под обе дужки. Поглядывайте, откуда выходит петля. То есть нить рабочая. Вот она отсюда вышла. Нить сшивания. Подхватили последующие две дужки. И на противоположной стороне. Я просто показываю вам. На самом деле делается все это очень быстро.
Просто поглядывать, вот откуда вышла. Значит, вам нужно подхватить следующие 2. Да, вот они. Стягиваем так, чтобы кромочные петли зашли внутрь, но не сильно стянули изделие. Далее действуем так же. Подхватили 2 дужки следующей петли, теперь противоположной. Вот так сошьете до самой горловины, а это у нас помечено маркером, у меня, по крайней мере, это последняя петля плечевого среза. Соответственно, вы закрываем петля в петлю, поэтому, в общем-то, вы не промахнете, что касается стороны спинки, даже если у вас здесь нет маркера. Вот последняя кромочная плечевого среза. Так, значит, подхватили мы вот здесь, теперь мне нужно подхватить вот здесь. Все, мы закончили. Снимаем маркер, чтобы он не мешал. Теперь вы должны вернуться на противоположной стороне в то же место, откуда вышла нить. Возвращаетесь туда же. Цель, в общем-то, перейти на изнаночную сторону и закрепить там нить. Выворачиваем наизнанку изделие. Значит, и еще вернемся назад, например, в предыдущую зайдем. Скажем так, вот сейчас мы закрепляем больше нить. Вот видите, вот сам шов, да, кромочные, вот они, которые мы внутрь все запрятали. Вернулись на одну назад, снова вернулись еще раз сюда. Цель закрепить нить. Теперь можно найти, где мы ее, вот здесь мы ее сшивали. Еще раз, вот видите, вот она нить сшивания, которую мы вот вернули туда-обратно. Под нее сделаем вот как будто бы узелочек. На самом деле, конечно, он узелочком не кажется совершенно, но, по крайней мере, она легко не выскочит. Значит, мы убираем иглу, а эту ниточку мы спрячем в ложную кетлевку. Можно, единственное, немножечко сделать ее покороче. Вот наша горловина. Сейчас мы будем делать ложную кетлевку. Для этого я присоединила нить. Здесь у нас был кончик отшивания. Я к нему подвязала. Потом я этот узелочек развяжу, чтобы спрятать кончик в ложную кетлевку. Для этого нужно будет еще использовать 2 пары круговых спиц на 2-3 размера меньше. У меня это спицы 5 размера. Если у вас есть вот такие спицы с крючками на концах, на леске, они очень удобны в таком случае. Вы будете и набирать крючком, и переносить-то в таком случае не нужно будет на круговые спицы. Я буду использовать просто крючок, они слишком маленького размера у меня. Если у вас есть такие, то так будет удобней. Я буду использовать крючок для того, чтобы, скажем так, набирать петли, поднимать из кромочных горловины. Значит, у этого крючка не должно быть никакой фиксации, чтобы можно было спокойно петли снимать потом на круговые спицы. Для этого мы находим первую кромочную. Она у нас немножко подкрутилась. Вот она. Первая кромочная при сшивании. Но мы ее видим. Нам нужны крайние дужки вот этих вот кромочных петель, крайние дужечки. Сейчас я ее подхвачу, эту петлю. Вот, я вошла в нее. Далее вхожу в последующую и вытягиваю первую петлю. Дальше мы присоединяем сейчас вторую пару круговых спиц. Вот таким образом, обкручивая, будем действовать с другой стороны. То есть у нас будут круговые спицы набраны петли с внутренней стороны и с наружней. Вот здесь у нас есть первая, здесь мы уже тоже образовали первую петлю. Далее в эту же петлю мы входим еще раз из последующей. Вот таким образом, видите, от обхваченной берем, вытягиваем еще одну петлю. Эта петелька у нас образовалась.
Далее снова входим в эту же, в каждую кромочную, в ее крайнюю дужку мы входим дважды. В последующую зашли, здесь обкрутили, подхватили. И у нас образовалась петля и здесь, и здесь. И с внутренней, и с наружной стороны. Снова мы обкручиваем. Входим в эту же петлю. Мы в каждую петлю входим 2 раза. В последующую вытягиваем петлю, которая образовывается и снаружи, и внутри. Снова обхватываем. Снова входим в ту же петлю. В последующую. Снизу подхватываем. Образовываются петли у нас и с наружной, и с внутренней стороны. Теперь вот эти петельки, которые у нас сейчас на крючке, я переношу на другую пару круговых спиц того же размера 5. Вот таким образом. И так мы будем действовать по всей окружности. Одновременно наберем петли и снаружи, и внутри. В эту петельку мы уже входили. Входим еще раз. И в последующую обкручиваем и вытягиваем следующие 2 петельки снаружи и внутри получается. Снова обкручиваем. Входим в эту же петлю, мы уже входили в нее. Входим еще раз. Входим в последующую. Снизу подхватываем. И одновременно у нас образуются 2 петли и снаружи, и внутри. Снова обкручиваем. В эту петлю уже входили, еще раз вошли. В последующую снизу подхватываем. И так действуем на протяжении всей горловины. Переносим снова на круговые спицы. Вот у нас часть уже есть. Переносим новые набранные петли. Это можно делать и самой спицей. Вот вытяну ее. В эту петельку я уже входила, ведь обкрутила сначала, уже входила. Войду еще раз в последующую, снизу подхватываем и вытягиваем. Но удобнее гораздо это делать крючком, поэтому я крючком это и делаю. И вам рекомендую. Снова обхватываем. В эту уже входили, вошли еще раз, в последующую вытягиваем петлю. Можно делать это сразу же прямо на спице. Я помогаю себе крючком. И буду продолжать делать, собственно говоря, так дальше. Решение за вами, как вы будете делать. Очень рекомендую не мучиться и делать это крючком все-таки. Мы сейчас подошли к следующему шву на другой стороне. Я бы вам хотела аккуратненько, чтобы вы сделали, показать. Вот здесь у меня петельки, которые набраны на спицу. Вот таким образом. Вот сейчас мы подошли сюда. Я все-таки вытяну, потому что удобнее так будет. Обкрутили. Вот в эту петельку мы уже вошли. И теперь ищем, вот шов у нас, видите, вот здесь проходит шов. В эту кромочную мы вошли, которая у нас с одной стороны изделия. Наверное, это спинка, я не могу сказать, это не важно. И сейчас нам нужно их соединить, вот эту петельку, с кромочной противоположной стороны. Вот она, эта кромочная, вот ряд кромочных уже у передней части изделия. Вот с ней нам нужно соединить. Вошли в нее и через обе протянули. Снова образовалась и здесь у нас петля. Сделаем это для того, чтобы у нас никакого зазора не осталось вместе шва. Далее действуем точно так же. Обкрутили петлю. Мы в нее входили. Входим еще раз. Вошли в последующую кромочную. Снизу подхватили, образовали 2 петли снаружи и внутри. Вот у нас образовались петли снаружи и внутри. Все, заканчиваем мы там, где начали, в том же месте. Значит, все петли перенесены. Сделан набор снаружи, внутри. Начну я с наружной стороны.
Не трогаем мы пока спицы внутренние, и я советую их вот так вот и спрятать внутрь. Вот мы их спрятали внутрь немножко. Теперь наружные спицы подтянули, ничего не перепутайте. Наружная сторона с наружной стороной. Видите? Все, все у нас рядышком. Сейчас просто первую петельку, сейчас мы сюда маркер, чтобы мы видели, где начинается наше круговое вязание. И по кругу мы сейчас будем вязать петлевку. Вот какими петлями вы сейчас будете вязать петлевку, выбор ваш. Кто-то делает изнаночная, то есть петлевка немножечко как бы отличается вязанием, да, будет ее видно. Я не ставлю перед собой такой задачи, поэтому продолжаю вязать лицевыми петлями. Обратите внимание, что петли могут быть набраны по-разному. Как нам удобнее было поднимать их, так мы их и поднимали. Немножечко мы подтягиваем вот здесь посильней первую, чтобы соединить конец ряда с началом. Вот, и как вы будете, вот обратите внимание, то есть как она поставлена петля, нам нужна правая стенка. Правая стенка сейчас стоит сзади, за заднюю вяжем. Сзади, за заднюю. Обращаем внимание, вот она, видите? Могли они ставить вот таким образом, как вот вытянули. Тогда за переднюю. Мы ее уже переставили за заднюю здесь. Все, провязывайте до конца ряд. Вяжите свободно, достаточно свободно, но чтобы петли не были разными. Вяжите свободно, значит каждая петля свободная. Поворачиваем. Продолжаем дальше. Лесочка, вытягиваем леску, чтобы было удобней. Тут главное все делать спокойно. Не торопитесь. Здесь торопиться не получится, если у вас не набита рука. Вот связан, набран один ряд, наружный. Маркер упал, не страшно. Значит, мы подтягиваем эти спицы и переходим к внутреннему ряду. Для этого нам нужно сейчас вытянуть те спицы, которые мы спрятали до поры до времени. Вот мы их достали. Переносим нить на внутреннюю сторону. Подтягиваем спицы. Не перепутайте снова. Не в ту сторону. Подтягиваем спицы внутренние. Наружные мы не трогаем. Подтягиваем ниточку в эту сторону. Нить рабочую перекидываем с наружней поближе, чтобы у нас вот это вот не болталось. Мы их друг к другу подтянем и вяжем внутренний ряд. Мы можем его вязать как снутри, так и снаружи. Я буду вязать с наружной стороны лицевыми петлями. И в таком случае они у нас с внутренней стороны будут изнаночные, естественно. Обращаем внимание на петли. То есть стоят они у меня правой стенкой впереди. Вяжу за переднюю стенку лицевыми петлями. Достаточно свободненько. С каждой стороны мы свяжем по одному ряду. Одного ряда достаточно. Думала 2. Сейчас провязала первый. Достаточно будет одного ряда. С каждой стороны. И после этого мы эти 2 ряда, наружный и внутренний, соединим между собой. Точно так же вы сейчас провязываете лицевыми петлями. Если вы видите, да, я сейчас с наружной стороны вяжу. То есть с этой стороны я вяжу лицевыми петлями, а здесь у меня, естественно, изнаночные. То есть вся внутренняя сторона у меня получается изнаночная. Точно так же, как мы, в общем-то, вязали основное полотно. Вот наши ряды. Наружный, внутренний. Теперь мы подтягиваем 2 спицы поближе друг к другу. Берем их вместе. Сейчас будем соединять эти ряды в одним лицевым рядом.
подхватываем одну, вторую, провязываем 7 номером спиц. На 1 размер меньше будем вязать резиночку горловины. Подхватываем обе, через обе протягиваем 7 номером спиц, вяжем. 1, 2, через обе протягиваем. Кому неудобно, можете пользоваться крючком. Вот мы соединили наши 2 ряда в один ряд. Одним лицевым, так скажем, лицевыми петлями, один соединительный ряд мы провязали. Теперь мы переходим на резиночку 1 на 1. Нужно повесить маркер, чтобы нам не потеряться. Маркер должен быть отличного цвета от изделия. Теперь начинаем вязать резиночку 1 на 1. Вот здесь вот видите, как у нас получилось некрасиво. Надо бы подтянуть, поэтому подтягиваем резиночкой 1 на 1, вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Мы провязали один ряд резиночки 1 на 1. Так, вот маркер, он периодически падает. Продолжаем вязать далее по кругу. Перекинули маркер на эту сторону. Напоминаю еще раз, что резиночка должна быть кратное, количество петель должно быть кратное 2. Если вы закончили здесь лицевой, и здесь у вас тоже лицевая, а нам-то нужна изнаночная, мы должны закончить изнаночной, начать лицевой. В таком случае поднимаете одну протяжку, поняли? Это протяжка. Это нить между этой петлей и предыдущей. Вот этой петлей. Вы ее поднимаете на спицу, набрасываете вот таким образом и провязываете изнаночную, перекрещенную. Ну и пусть. И тогда вы закончите изнаночный. То есть маркер должен будет вот таким образом быть, да? Перекинете и снова вяжете. Я распускаю эту петлю, она мне не нужна. Я закончила изнаночную, у меня все как надо. И далее вяжем лицевая, изнаночная, что видим, то и вяжем. Вяжем по рисунку резиночку той высоты, которая вам необходима. Получился вот такой ворот высотой 26 сантиметров. Сейчас будем делать эластичное закрытие. Перед лицевыми петлями мы будем накид делать на себя. И провязываем петлю. Накид этот мы накидываем сверху на петлю. Далее перед изнаночной накид делаем от себя. Провязываем изнаночной. Снова накидываем вот этот накид. И предыдущую петлю. Снова перед лицевой петлей делаем накид на себя, провязываем петлю, накид накидываем сверху и предыдущую петлю тоже сверху. Лучше всего не убирать маркер, чтобы вам было видно в начале. Потом уже будет понятно, когда будет идти закрытие. А в начале лучше не убирать. Снова у нас изнаночная петля. Накид делаем от себя. Провязываем изнаночной петлей, накид сверху и предыдущую петлю тоже накидываем сверху. Вот у нас уже видно закрытие. Далее у нас лицевая петля, накид делаем на себя, провязываем лицевой, накид сверху и предыдущую петлю тоже накидываем сверху. Далее изнаночная, накид от себя, провязываем изнаночной, накид сверху и предыдущую петлю тоже сверху. Обычно я помогаю себе, как уже говорила, крючком. Сейчас у нас лицевая петля, делаем накид от себя, провязываем лицевой петлей и протягиваем через обе петли. Если мы делаем это крючком, то протягиваем через обе петли. Поэтому я делаю это крючком. Собственно говоря, так удобней. Теперь изнаночная, накид
от себя, провязываем изнаночной петлей и протягиваем эту петлю через 2 предыдущих, через накид и предыдущую петлю. Теперь лицевая петля, накид на себя, провязываем лицевой петлей, протягиваем через накид и через предыдущую петлю. Поэтому делаю это крючком, поскольку так удобнее и быстрее протягивается через накид и предыдущую петлю. Вот такое закрытие. Вот так оно выглядит. Оно очень эластичное. И в этом случае нужно именно вот таким способом закрывать. Можете, конечно, еще закрыть иглой, но поскольку это очень крупная вязка и очень крупная пряжа, он очень хорошо сюда подходит, это закрытие. Далее изнаночная петля, накид от себя, провязываем изнаночной петлей и протягиваем через обе. Так закроете до конца, пока не закончатся все петли. Я покажу, как спрятать ниточки, остатки. Осталось у нас 2 петли на спице. Лицевую видим, накид на себя, повторю еще раз. Лицевой провязываем и протягиваем через накид и предыдущую петлю. Немножко подтягиваем петлю. Сейчас изнаночная, накид от себя, провязываем изнаночный. В данном случае при закрытии все равно провяжете вы бабушкиной или классической петлей, поэтому проще бабушкиной. Все, мы закончили. У нас вытягиваем эту петлю. И обрезаем нить для того, чтобы сейчас аккуратно спрятать. И вот здесь вот мы аккуратненько еще сделаем. Вот подтянули. Вот здесь вот у нас то, что мы сейчас закрыли, последний, подтягиваем немножечко, чтобы здесь никаких зазоров не осталось. Каким образом будем прятать остаток нити? Остаток нити будем прятать вот в эти лицевые петли, ну, лицевой ряд петель. Лучше всего это делать. Берем иглу с тупым концом. Мы ее уже использовали при сшивании срезов плечевых. Так, какая у нас лицевая ближе? Вот эта. Вот сюда мы и пойдем. Вот это ближе. Да? Да. И мы пойдем вот сюда. И вот таким образом сейчас мы будем прятать нить. Прям по ходу дужки в них прячем. Ничего не должно быть стянуто. Все аккуратненько вот так расправляем. Итак, с этой стороны под дужки. Все. Вот так расправили, чтобы не было натянуто ничего. Подтянули. С этой стороны мы ничего не видим. Здесь все замечательно. И вот так у нас выглядит закрытие с лицевой стороны. Так, сейчас я вам разверну. Вот с лицевой стороны. Так мы сейчас подтянем аккуратненько все, чтобы все было ровненько. Вот так выглядит закрытие. Рассмотрите здесь, как это выглядит. Очень эластично,
А это в данном случае очень важно, поскольку это будет хомут, нужно будет его расправлять. Еще у нас остались с изнаночной стороны разные ниточки, разные остатки, концы нити, и все мы их должны спрятать. Ничего у нас не должно быть, поэтому вот узел, который я вам говорила, я делала в начале, я его сейчас развязываю. И мы будем эти концы прятать в ложную петлевку, то есть внутрь вот тех двух рядов, которые мы потом соединяли вместе. Чтобы все было эстетично и снаружи, и внутри. Вот эту нить можно спрятать точно так же иглой, а вот коротенькую уже вряд ли иглой получится. Слишком длинная нить, можно ее укоротить. Ищем. Вот видите, заканчивается у нас резиночка. Вот она пошла ложная петлевка. Вот эти вот два ряда с наружной и лицевой стороны. Вот и в их внутрь заходим. Там получается некоторая небольшая полость. Поэтому мы сейчас зайдем вот здесь и внутрь прячем. Чтобы она прям внутри, эта нить осталась. Так. Можно обрезать, а можно продеть еще дальше. Так, что касается маленькой ниточки, то ее мы, наверное, сначала зафиксируем один разочек. Вот таким образом обкрутим вокруг одной петельки. Петли. Меня так ругают за эти петельки мои. Видите, как я к ним ласково, нежно, но не все понимают. Значит, входим также в эту ложную петлевку, в полость. Вот, вошли. И вытянем здесь эту нить. Вы так должны поступить со всеми нитями. Прятать их в швы, в петлевки, чтобы ничего у нас снаружи не оставалось. Так, вот наш плечевой срез. Я отметила от вершины вниз 28 сантиметров. Повесила здесь маркер. Итого 56 будет пройма. Значит, начинаем сшивать мы снизу изделия. Боковые швы делаем сейчас. Они будут похожи на те, что были у нас на плечевых срезах, ну, с небольшим отличием. Значит, у меня остался конец нити от сшивания. Нет, так, от набора. Значит, мы его... Либо вы присоединяете новую ниточку, если, конечно, у вас осталось мало. Первая кромочная петля боковая. А вот она нижняя. Мы в самом начале между ними соединения подхватываем, соединяем. Мы соединили начало. И теперь переходим к противоположной части изделия. Снова мы смотрим. Здесь у нас вот наши кромочные. На противоположной части смотрим, откуда исходит нить. Значит, нам нужна следующая. Вот это соединение между двух кромочных, вот две кромочные. Соединение между ними мы подхватываем на противоположной части изделия. Переходим на противоположную часть. Здесь смотрим, откуда исходит нить. Значит, нам нужна следующая боковая, следующая кромочная петля. Вот их соединение. Вот они, две кромочные. Между ними мы подхватываем. Так, вот оно.
Итак, каждый раз переходим на противоположную часть изделия. Снова смотрим, откуда вышла нить. Нам нужны, значит, следующие соединения кромочных. Подхватили. И немножечко подтягиваем. Чуть-чуть. Дальше смотрим. Нить у нас выходит вот здесь. Значит, нам нужно вот теперь вот это соединение кромочных. Смотрим. Вот они, кромочные. Две. Вот их соединение мы подхватываем. Вот оно. То же самое делаем на противоположной части изделия. Снова смотрим. Вот они, кромочные. Откуда у нас вышла нить? Вот здесь у нас вышла нить. Значит, нам теперь нужно соединение двух вот этих кромочных. Подхватываем. Лицевая гладь закручивается. Это мы знаем. Поэтому нужно будет выворачивать каждый раз. Смотрим снова, откуда вышла нить. Нить вышла у нас вот отсюда. То есть мы уже подхватили эту часть. Значит, нам нужны следующие кромочные. Вот эти. Подхватили соединение между ними. И так каждый раз, подхватывая соединение между кромочными, мы сшиваем боковые части изделия, боковые срезы. Вот так выглядит сейчас наш шов. Здесь вот он располагается. Совершенно незаметный. Если кто-то видит, я, например, вот я здесь вот не сказала бы, что здесь есть шов. Вот он здесь проходит шов. Расправилось полотно, шва не видно, все замечательно. Теперь мы прячем ниточку оставшуюся. Вот дошла я до маркера, оставлю ее пока, не буду убирать. Вот на противоположной стороне, откуда нить вышла, вот сейчас здесь последний раз вышла, здесь она вот. Мы возвращаем в то же место для того, чтобы перейти на изнаночную сторону. Мы переходим на изнаночную сторону. Подхватываем еще раз. Можно вернуться на одну. В самом шве, вот видите, вот они кромочные. Под них подхватываем не последние, а на один ряд ниже. Закрепляем немного. Еще раз сюда же. Откуда, где закончили. Здесь подхватываем ее. Нить сшивания. Вот она. Найти и вот. И прячем в швы. Вот таким образом иглой вот в эти кромочные, которые у нас внутри сшивания остались, внутри шва, мы в них протягиваем нить. Если осталось слишком много, можно обрезать.